Новый топ-5 дороже $100, потому что компания Югус привнесла свои коррективы, выпустив абсолютно новый ТВ-бокс. Но об этом сегодня мы поговорим в нашем обзорчике на зиму и весну 2026 года. Уже формируем этот топ, и там еще и перетрубаться. Один ТВ-бокс вообще пропал из продажи, а за один ТВ-бокс меня сильно-сильно растерзали в прошлый раз, поэтому пришлось его вернуть в топ. На зиму и весну 2026 года топ-5 ТВ-боксов дороже $100 на канале Технозон. Поехали! Итак, вы, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик в описании под видео, ссылки на всех проверенных продавцов, также на наши обзоры, потому что мы делали обзоры на все эти ТВ-боксы, и мы начинаем с первого места. А первое место у нас Rocktech G2. Да, он держится и держаться будет еще долго. У людей есть огромный спрос на сертифицированный Android TV, не Google TV, с 1000 мегабитным LAN, с процессором iMlogic S905X4. Он наиболее стабильно работающий на текущий момент, то есть 905X, X5M и X5, они еще оттачиваются будут достаточно долго. Это тоже стабильно работающий, при том, что здесь у нас есть USB 3, потому что в X5M USB 2.0 конкретно, а здесь вот такая вот совокупность этих прелестных качеств. Да, нет там AISR, улучшение низкобитрейтника, но это ТВ-бокс для просмотра 4К контента, имеет сертификацию Netflix и тому подобного. Стоит на текущий момент $120, ну 122 на AliExpress, ссылка в описании под видео, есть там промокоды, и я делал полный обзор этого ТВ-бокса. Отличная штука с вот таким вот пультом, который позволяет управлять дополнительно инфракрасными опциями вашего телевизора. Если кто живет в Украине, то можно купить на нашем фирменном сайте. С промокодом Технозон будет вообще скидочка, еще и подарочка, предоплата 6 месяцев Nexon, максимальный и Свит ТВ тариф L. Hamatix R4K Plus пока что начинает отходить. Я вам объясню, в чем проблема. Дело в том, что он начинает стоить невероятно дорого. Подорожание памяти LPDDR4 очень сильно сказалось. И здесь, что самое интересное, версия 4 на 32, да, можно с T2 тюнером купить, с S2 тюнером купить. Это все можно в данных ТВ-боксах, как и в Hamatix. И даже с геймпадом купить за цену дешевле сейчас, чем Hamatix Box R4K+. Поэтому он, к сожалению, отходит. А вот второе место у нас, к сожалению, занимает Rocktech GX1. Сейчас объясню. Когда он стоил до $100, да, он сейчас чуть-чуть выше $100 стоит. Когда он стоил дешевле $100, он был прям топ. И мы его ставили на топ-1, несмотря на детские болячки там какие-то после апгрейда на Android 14, но при этом он имеет адаптивный Dolby Vision. Кстати, Rocktech G2 тоже имеет Dolby Vision, это я просто забыл сказать. Это сертифицированный Google TV, но это Realtek 1325, который дает охренительную картинку. При этом у него есть AISR, AIPQ и технология VS10, которая на старых телевизорах конверсирует красиво HDR-контент и Dolby Vision, и вы смотрите, ну реально классно картинку. Но он сейчас стоит чуть-чуть дороже $101, с вот таким вот тоже пультом интересным, тот же самый Rocktech, но второе место. То есть реально, да, даже с улучшайзерами, ну извините меня, детские болезни, которые у него есть, и плюс это все-таки Google TV, а не Android TV, и тут 100 мегабитный порт, но при этом у этих ТВ-боксов отличный Wi-Fi 5 ГГц, дает о себе знать. Второе место на украинском сайте, на нашем 4390, с предоплатами в подарок и промокодом Технозон будет еще дешевле, отличное предложение. А вот третье место у нас целая грядка. И тут у нас и Югус SK1, и Югус AM9 Pro, наконец-то, с Dolby Vision, на который я уже сделал обзорчик. Вот он у меня в руках. Шикарная бомбейшая тачка, Югус SK4 сюда же поселился, и Югус X4Q Pro. Да, кстати, тут еще один момент. У многих сейчас вопрос, что же брать, Югус SK1 либо Югус AM9 Pro. Дело в том, что Югус AM9 Pro это уже ARM V9 платформа, а Югус SK1 это ARM V8A платформа. Тут ядра Cortex A76 есть ядро на iMlogic S928X, и он априори мощнее будет,
будет, именно если брать там баллы, AnTuTu, 3D Mark и все остальное. А Yugus AM9 Pro это Cortex A510 ядра на графике A310, но при этом 64 бит. На Logic S905X5 полноценном не M-J процессоре с Dolby Vision, 1000 мегабитный LAN со всеми прошивками Yugus 4х64 и, конечно же, адаптивный Dolby Vision со всеми вариантами автофреймрейта, хотя все здесь TV-боксы имеют автофреймрейт, но здесь прям все варианты автофреймрейта. Здесь есть один момент. Дело в том, что они заявляются про VRR, у него LPDDR5, в отличие от допустим, того же SK1, хотя в цене они приблизительно одинаковые. И, допустим, на том же Югусе AM9 Pro можно запустить Asphalt 9, либо те игры, которые идут, ну, многие играют в игры на ТВ-боксах, хотя я не советую однозначно, они начинают там чего-то выдумывать. Здесь можно запустить, допустим, Asphalt 9, те игры, которые ушли на 64-бит архитектуру. Ну и один из тех моментов, почему Yugus AM9 Pro, он немножко другой от Yugus SK1, конкретно там идет этот момент, ну, почему они вот именно конкуренты. Кроме ARM V9, у него есть поддержка кодеков VVC H266 и AVS именно третий. Именно третий AVS. И когда AV1 только появился, кричали, да когда тут AV1 нужен будет? А я вам скажу, на AV1 уже и торренты имеются. А тут H266 не заставит себя долго ждать, я считаю. Уже энтузиасты начнут очень скоро это все дело переделывать. Поэтому это одна из причин. Но при этом у SK1 Widevine L1 есть поддержка. У всех этих ТВ-боксов, у Югусов полный проброс. Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, HD Master Audio и тому подобное. Конечно же, есть улучшайзеры от искусственно-интеллектуальные, это AI-SAR, AI-PQ, и у Yugus AM9 Pro, и у Yugus SK1, и у Yugus SK4, который на Logic S905XM, X5M Jane, но здесь 100 мегабитный LAN, 32-битная архитектура, это чуть-чуть хуже ТВ-бокс, понимаете, он изначально хуже, это чистый Android, и у него и цена $109, это для тех, кто хочет фишки Yugus на чем-то новеньком с ИИ улучшайзерами, но не дотягивает до M9 Pro, либо просто не хочет заморачиваться, ему 100 мегабитный LAN не нужен. И также здесь старичок X4Q Extra, здесь вот он интересен тем, что у него, ну, Logic S905X4J, такой же, как у Rocktec G2, но у этого ТВ-бокса есть вот эта вот фишка 1000 мегабитный LAN, USB 3.0, потому что вот здесь вот будет USB 2.0. А в AM9 Pro будет 3 порта USB 3.0, я только сделал на него обзорчик. Но здесь формула памяти 4 на 128. И многие именно из-за этого берут, из-за быстрого Wi-Fi, из-за формулы памяти. И вот они начинают там с этим вот носиться. Хотя здесь LPDDR4. Для чего им столько много, не знаю. Но в рейтингах она сидит жестко. А вот на 4-м месте у нас Google Streamer, Google TV Streamer 4K. И несмотря на то, что здесь МТК процессор с нормальной такой себе картинкой, но ни улучшайзеров не завезли, да, Netflix сертифицированный, ни USB порта и пульт абсолютно куцый. То есть, да, у него есть инфракрасная опция управления там дополнительными устройствами, чего-то есть, но за $111 Google TV, хотя и нативные от Google, которые до сих пор 32-битные, они никак не могут доделать до 64 бит, ничего, допустим, не сделано. То есть МТК классно, Dolby Vision классно, Netflix классно, но, к сожалению, вот есть как есть. Хотя TV-бокс действительно стабильный. У него 1000 мегабитный LAN есть. Очень странное решение. Нет USB, но есть LAN-порты. Да, там, но при этом USB можно поднять через какой-то разветвитель. И когда ты уже начинаешь городить вот эту всю чепуху вот по типу вот таких вот разветвителей, сейчас покажу, у меня они вот лежат на столе на рабочем, вот таких вот, да, то ты начинаешь уже понимать, что, ну, блин, можно было взять какое-то решение, ничуть не хуже, на том же Android TV G2 взять, у него там USB 3 есть, и LAN 1000 мегабит, и зачем мне вот этот вот цирк, и цена приблизительно такая же. Но при этом TV-бокс неплох. А на 5-е место у нас возвращается Zidu, при этом в двух версиях, на Logic S928XK и на Realtek 1619. Вот он, пожалуйста, есть Zidu Z9X Pro на RTD 1619 PPD, классный. И вот здесь вот тема какая?
Если в ZIDU Z9X стоит очень мощный проц 6 на 64, VS10 есть вот эта улучшалка для старых телевизоров, есть у него, допустим, тот же самый VPU с видеоэнджином через AI, то есть тот же самый AI PQ, AI SR, и все как бы классно работает, стандартные интерфейсы ZIDU, но это больше медиаплееры. То есть здесь у нас чуть-чуть по-другому, он дешевле, но Realtek сам по себе дает классную картинку, и плюс у него есть VS10 технология. Да, нет AI SR и AI PQ, но это вот действительно, тут даже вот почитайте, the picture is excellent, то есть вот очень классная картинка, но опять же это медиаплеер, не стоит рассчитывать, что взяли, включили там прям Google интерфейс, и будут какие-то там, нет, это медиаплеер с каталогизаторами, с прямыми выводами звука, Dolby True HD, Dolby Atmos и тому подобное, то есть это классная тема с такой неплохой аппаратной обвязкой, но программно они вот находятся на уровне медиаплееров. И меня прям захейтили, когда в прошлый раз они ушли из топа, сейчас прям вот мне писали в личку, там нам пришлось его вернуть. Поэтому топ наш мы сказали, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.